Всем доброго вечера. Еще раз напомню, что для общей картины мира вам нужно будет посмотреть предсказание 2025, год Василиска. Потом предсказание России, первая часть, вторая часть, СНГ. И я снимаю вторую часть, поскольку из-за занятости и усталости забыла некоторые государства, значит, подчеркнуть. Понимаю, что люди ждут, поэтому снимаю продолжение. Значит, первое, что я хочу сказать, пожалуйста, людям, которые не знают историю, не писать мне под роликом и не раздавать мне советы. Мне не нужно подсказывать о том, чтобы я знала историю своего народа, своей исторической родины. Поверьте мне, я прекрасно знаю. Я знаю историю каждого камня там, каждого селения, каждого города. И прекрасно знаю историю Арцаха и знаю, на чьих землях была построена страна, республика. Это все равно, что сказать, что, например, турки-османы всегда жили на территории Византийской империи. Однако это было не так. 600 лет назад Мехмед Фатих, завоеватель, завоевал не без помощи западных монархов, да, правильно, чтобы поняли, которые очень хотели разделить Византийскую империю, помочь Мехмеду завоевать, потом между собой разделить, но были обмануты им. Он воспользовался их золотом, их помощью и создал свою империю. Молодец, конечно, сделал отлично. Можно только восхищаться таким поступком человека. Он обеспечил своему народу родиной. Но если бы турки написали, что они всегда там жили, и что это была их земля, мне кажется, всерьез бы их не воспринимали, правда? Почему тогда некоторым кажется, что они, будучи турецкими племенами кочевыми, могут утверждать и всех убеждать в том, что вот эти земли принадлежали им. Очень странно. Даже турки не отрицают, что они завоеватели, они пришли на чужую землю и осели там. Так почему другие народности кочевые считают, что я историю не знаю, и они меня должны учить истории? Историю учите сами, а лучше откройте источники Древнего Рима, Греции, Египта, что еще? Вавилонскую историю, историю хеттов. И посмотрите, пожалуйста, когда существовало государство Армения. Не надо меня учить истории. Это выглядит весьма комично, смешно. Ваша история, она распространяется на ваши кишлаки, аулы. Не более того. А есть мировая история. Разница очень большая. Мне просто не нравится, когда люди приходят и своими ограниченными знаниями пытаются меня, историка, учить истории. Все, далее. Я немного затрону все-таки Абхазию, Осетию, потому что нужно было сказать. Хочу сказать, что Северная Осетия еще более-менее в таком нормальном, обеспеченном положении. Южная Осетия очень сильно погрязла в коррупции. Начнутся народные волнения. Очень подлое отношение к своему народу. У власть имущих, как в Северной, так и в Южной Осетии. Вы должны понять, что своим поведением вы ослабеваете свой народ. И посмотрите на Арцах, и, может быть, поумнеете.
вот именно из-за того, что коррупция достигла такого пика, из-за того, что не слышали свой народ, из-за того, что каждый думал и каждый видел в своей родине перспективу обогащения личного, в итоге они пришли к этой трагедии. Смотрите на них и пожалейте себя, и поймите, что это ни к чему хорошему не приведет. Не тратится ни копейки ни на оборону государства, ни на армию, ничего. Огромное количество в госструктурах кумовства, родственников, родных, близких, дяди, тети, причем люди без особого образования, профессионального, с купленными дипломами. Это страшно. Северной Осетии нужно опомниться. Пока еще не поздно, потому что беда не заставит себя ждать, и западные кураторы, они тоже с великой радостью начнут еще одну войну, чтобы отвлечь Россию в сторону. Я вижу там не очень хорошие перспективы. Утечка молодых, уезжают с республики очень много на Запад и в Европу в поисках лучшей жизни. Образовательная медицинская система оставляет желать лучшего. Будут народные волнения, будут аресты в высших эшелонах власти. Судьи будут арестованы за незаконные, сделки, за рейдерские захваты, за то, что помогали в этом деле, участвовали, выносили незаконные, недостойные приговоры, отбирали, по сути, имущество людей. И вот начнется в Осетии, в Северной и в Южной, дело судей. В Южной Осетии проведут раскопки, найдут фундамент и стены очень-очень древнего сооружения, которое относится, можно сказать, ко II-III веку до нашей эры. Но все же национальные вот эти вот настроения, национализации, возвращение к корням будут усиливаться. Возвращение к язычеству очень много сейчас есть и будет в этом году в том числе. Это традиции, обычаи, обряды. Кроме всего прочего, новый театр откроется в Южной Осетии. Драматический театр. Он должен был несколько раз уже открываться. В 90-е годы война помешала, потом 2000-е и прочие. Вот сейчас откроется. И для детей оздоровительные, учреждения строятся. И очень большая онкобольница, которая построится в Северной Осетии. И со всего Кавказа будут ездить туда люди за лечением. А в остальном, как есть, так и есть. То есть особых сдвигов не видно. Видно только народные волнения, постоянно нарастающие. И если чиновничий аппарат там не задумается, это может привести к нехорошим последствиям. В Абхазии усиливаются антироссийские настроения. Придет новая партия, которая вообще предложит западную политику, западную линию. Хочу вам напомнить, что любая страна, любой народ, который доверился Западу, потерял определенные территории. Любая страна. Грузия доверилась Западу, потеряла территории. Армения доверилась Западу, потеряла территории.
Молдова доверилась Западу, теряет территорию, язык и идентичность. Ну, я не знаю, все, кто доверился Западу, потеряли все. Курды доверились Западу. Вот, пожалуйста, до сих пор они подвергаются геноциду со стороны турецких войск. Поэтому доверяться Западу подумайте много раз. Можете просто потерять себя полностью, как страна, как республика. Убийство одного очень важного лица. И, значит, придут к власти прозападные силы. Это может привести к очень плохим последствиям. Однако в последний момент видно, что начинается борьба в парламенте, внутри парламента. Пока что они не смогут продвинуть вперед свою идею, но 2025 год, и это год такой борьбы за свое существование. Просто встанет вопрос, что может Абхазии вообще не быть, если и так дальше пойдет, потому что эта партия, она, как бы сказать, проплаченная, и она приходит для того, чтобы посеять антироссийские настроения. Будут предложения ввести свою валюту, отделиться от России, быть независимым и прочее, прочее. Но по итогу у них не получится продвинуться вперед, но это очень опасная тенденция. Она начнется в этом году. И жители Абхазии должны быть начеку. И очень осторожны. Раскроется определенная сеть таких проповедников, которые обрабатывают молодые умы. Начнутся аресты, внутреннее противостояние будет очень сильным. И очень большое количество онкобольных. Это связано с тем, что раскрыли рудники и не говорят народу. Урановые рудники. Ну, золото, уран, они все вместе обнаружили. И об этом не сказано. И, значит, в море еще что-то... В море еще что-то обнаружили. И оттуда это все выходит. Но море загрязняется от этих всех ископаемых. Да, еще одно дополнение. Будете слышать, что там или тут перевернулись танкеры, ушли на дно и залили, значит, Северное море часто будет вот подвергаться этому. Тихий океан, Атлантический океан. Постоянно вот эти все катастрофы с нефтяными танкерами, вот эти километры нефтяной вот этой пленки, от чего, естественно, пострадает фауна морская, много мертвой рыбы, и не только. Еще посреди Атлантического океана Америка будет испытывать какое-то свое оружие. Из-за этих испытаний многие корабли собьются с курса. Некоторые будут просто на грани катастрофы. Конечно, американцы это не признают сейчас, но в новостях будут узнаваться, что сбиваются, значит, с курса. А через несколько лет узнаете, раскроются эти документы, что это были испытания какого-то оружия. Звуковое какое-то сверхзвуковое оружие, которое будут испытывать там. Невзирая на то, что знают, что там и лайнеры, значит, эти туристические, и просто корабли грузовые и прочее. Ну, в общем, вот так вот. Такое вот отношение ко всему окружающему, не удивляемся, да, уже не первый раз.
Далее. Я забыла сказать про Таджикистан. Просто усталость, и мне почему-то показалось, что я про всех сказала. Но потом внизу, когда написали, я вспомнила, что я действительно не сказала про Таджикистан. Значит, во-первых, много будут возвращаться граждане Таджикистана с разных стран, будут возвращаться туда. К сожалению, преступность поднимется, поскольку людей некуда трудоустроить. Будут предлагать новые варианты, например, сельские общины, значит, расширить, дать молодым возможность жить в селе, заводить хозяйство. Отчасти получится как бы воплотить в жизнь эту программу, но всего отчасти это очень маленькая часть, это капля в море. Народные волнения на границе, значит, будут волнения, столкновения, жертвы. Таджикистан очень сильно раскачивают религиозные эти всякие проповедники всех мастей. И может дойти до гражданского столкновения. Потому что бедность, она растет безработица. За место, за рабочее место нужно платить дань, можно сказать, чтобы устроиться туда. Не очень хорошие перспективы в этом году в Таджикистане. Но народ должен понять, что все в их руках. Они должны взяться за местные власти. Начать с них. Требовать улучшения, требовать обеспечения. Есть там эти деньги, эти финансы, понимаете? Это не бедная республика. Она вполне могла себя обеспечить в советское время. Просто все было поставлено правильно, и все работало. Когда иногда говорят, что вот нет ресурсов, нет возможностей, я просто удивляюсь, как тогда так правильно и умно все это было сделано, что все республики работали, могли себя обеспечить, и не только себя, и Москву в том числе. А сейчас этого нет, потому что сейчас, понимаете, страна стала не, то есть она стала как бы частной фирмой. Стране невыгодно кормить бесплатно людей. Все деньги, финансы идут в несколько карманов. Собственно говоря, несколько семейств, которые в Таджикистане лучше всех живут. И вся индустрия в их руках. Собственно, народу ничего не достается. И народу, живущему в Таджикистане, надо понять, что надо взяться за местных властей, постепенно улучшая и меняя свою жизнь. Если вы ничего не будете делать, если вы не будете противостоять всему этому, к сожалению, эта бедность так и будет продолжаться. Рождаемость в этом году будет большая, а уровень жизни оставляет желать лучшего. Ничего не развивается, ничего не делается. Все это в нескольких карманах оседает. Ужасная коррупция, очень высокий уровень коррупции. Единственное, что может спасти, например, людей от бедного существования, это сельское хозяйство. Это купить небольшой участок, дом и начать заниматься сельским хозяйством, потому что эта продукция будет очень востребована.
и в республике, и за пределами. Много будет возвращено граждан обратно. Ну, с одной стороны, вроде хорошо, возвращаются в семью люди. С другой стороны, абсолютно заработать негде, нет возможности. Будут пробовать в соседней республике, но, опять же, маловероятно. С Афганистана, сами понимаете, что туда везут. Вот в этом году очень много будут возить и загубят много молодежи, поэтому будьте очень осторожны, особенно за своих сыновей. Проверяйте, в какие компании они идут, с кем общаются, чем занимаются. Это все очень важно, потому что этот год опасен для них именно в этом отношении. Не пускайте в какие-то секты, в какие-то собрания каких-то сомнительных проповедников, потому что в Таджикистане постепенно готовят гражданское столкновение. Бедность, неустроенность, коррупция, абсолютное безразличие властей к своим гражданам. Это все приведет, в конце концов, к очень плачевным последствиям. И единственное, еще раз говорю, что там, если хотите выжить, если хотите жить более-менее как бы выше среднего, то в селении, вот село в этом году будет прям на подъеме. Очень хорошая урожайность, высокая, мало вообще смертности среди, скажем, домашнего скота и птицы. И вот это может помочь многим людям встать на ноги и продержаться, и помочь своим родным и близким. Во всем остальном, к сожалению, состояние плачевное, и у власти очень бездарные люди. Ну, есть только Душанбе, более-менее так существует. Дальше уже жизни нет. Да, люди улыбчивые, радостные, как бы сильные, переносят эти трудности, но беспросветно. Для молодых ничего нету, не создается ничего. Вам надо подумать над этим и начать что-то менять, иначе будет не очень хорошо. С памирцами столкновение. Если кто не знает, памирцы – это наполовину европейские, наполовину азиаты. Это потомки воинов Александра Македонского. В истории есть такой момент, называется «Великая свадьба», когда Александр Македонский женил 10 тысяч своих солдат на местных женщинах. И им всем дал денег, построили дома, целый город. Он оставил там себе форпост, то есть он оставил там свой город для того, чтобы все время, проходя мимо, после походов можно было прокормить войско, можно было дать отдых солдатам и так далее. И вот от этих людей, от этого брака 10-тысячного рожденный народ, у которого есть европейские черты. Многие из них сохранили зороастризм до сих пор. Очень малая часть мусульман среди них. И они считаются очень сильными воинами. Они сами говорят, что они памирцы, что они не таджики, это подчеркивают всегда. И вот между ними постоянно какие-то происходят такие стычки. И сейчас тоже произойдут. Решится, конечно, вопрос, но это говорит о том, что этот вопрос до конца не решен, и он постоянно как бы поднимает голову. Памирцы вообще захотят отделиться и жить отдельно, иметь свою страну. Вот к чему приведет все это, как бы сказать, плачевное состояние, в котором находится страна. Ну, я думаю, что на этом все. Если, конечно, еще нужно будет дополнение, я сниму. Просто поскольку я не сняла, я понимаю, что люди ждали. Вот я вам из уважения к вам, естественно, я снимаю и про вашу страну. Жаль, что мне вас порадовать нечем, но
Пока что то, что вижу, то и говорю. Увы, не самое лучшее состояние сейчас. Всем удачи и всех благ.